Это не просто завод. Это одно из крупнейших химических предприятий России. Все, что вы услышите в этом фильме, будет звучать именно так, согласно аффидевиту, со слов бывшего топ-менеджера, эксклюзивный партнер, обход тендера, аванс, отсутствие претензий. В момент, когда вокруг него уже велись судебные процессы на нескольких континентах. Это предприятие, о документах которого мы и будем говорить дальше. Перед вами письменные заявления под присягой, аффидевиты, документы, которые имеют юридическую силу в британских, ирландских и американских судах. После выхода первой части фильма о Тольятти Азот к нам присоединились новые доверители. Это бывшие топ-менеджеры и лица, пострадавшие от корпоративного конфликта. Имена и фамилии мы не раскрываем, материалы передаются нам под аффидевиты, мы их анализируем и используем в рамках открытых и закрытых международных консультаций. Мы получили несколько таких заявлений. Их имена мы не называем, их персональные данные закрыты. Все, что вы услышите в этом фильме, будет звучать именно так, согласно аффидевиту, со слов бывшего топ-менеджера, указывается в письменном заявлении. Мы их анализируем, и мы передаем результаты этого анализа в рамках закрытых консультаций. Мы взаимодействуем с Министерством юстиции Соединенных Штатов Америки, их ответы мы продемонстрировали в прошлом фильме, Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, профильными финансовыми и комплаенс-структурами, европейскими институтами и банковскими регуляторами. Все это мы осуществляем в рамках проекта «Обсерватория Арго». Наша цель не конфликт. Наша цель – правовая развязка ситуации и компенсация в законном формате. Мы получили несколько письменных заявлений под присягой, не даем публичных юридических оценок, фиксируем поступающие сведения, проверяем их и структурируем в соответствии с международными стандартами. Этот фильм строится вокруг трех опор. Первое – документы, официальные, подписанные, зарегистрированные, договоры, реестры, финансовые справки, протоколы переговоров. Все это существует в виде бумаги с печатями. Вторая – свидетельство под присягой. Люди, которые были внутри и которые сегодня готовы подтвердить это юридически. Третье – аналитика, экономическая, финансовая, структурная, когда цифры в договорах сравниваются с рыночными, когда цепочки компаний прослеживаются от начала до конца. Важно обозначить институциональный аспект. Обсерватория Арго – это международная аналитическая структура, работающая в санкционном комплаенс-контуре. Мы системно взаимодействуем с профильными структурами Соединенных Штатов Америки, включая ОФАК, ДОЖ и FinCEN, с европейскими AML-регуляторами и банковскими институтами, а также с регуляторными механизмами Азии в рамках подразделений Арго Азии. Прежде чем мы перейдем к документам, несколько слов о том, что именно стоит на кону. Тольятти Азот, или просто ТОАЗ. Это не просто завод. Это одно из крупнейших химических предприятий России. По производству аммиака предприятие входит в тройку лидеров внутри страны и в десятку крупнейших в мире. 7 крупнотоннажных агрегатов по производству аммиака. Суммарная мощность на одной площадке крупнейшая в мире. До начала СВО завод стабильно производил до 3 миллионов тонн аммиака в год. Около 2 миллионов из них уходило на экспорт по трубопроводу Тольятти-Одесса. После 2022 года трубопровод остановлен. Текущие объемы производства аммиака компания не раскрывает. По карбамиду другая картина. В 2024 году зафиксирован рекорд – около 1,78 миллионов тонн. Более 85% продукции идет на экспорт. Теперь кто управлял этим активом? С 1985 по 2011 год предприятием руководил Владимир Николаевич Махлай, президент и председатель Совета директоров. В марте 2011 года председателем Совета директоров был избран его сын Сергей Владимирович Махлай. В ноябре 2021 года на внеочередном собрании акционеров 80% голосов избран новый Совет директоров.
Председателем стал Дмитрий Татьянин, директор по правовым вопросам Уралхима. Генеральным директором назначен Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший Кирово-Чепецкий химический комбинат Уралхима. Так, Уралхим обеспечил контроль над советом директоров ТОАЗа. В феврале 2022 года Химактив Инвест выиграл тендер по продаже имущества бывшего председателя совета директоров Сергея Махлая и приобрел еще 32,02% акций ТОАЗа за 25 миллиардов 850 миллионов рублей. 4000 сотрудников. Крупнейший в мире производитель аммиака на одной площадке. Актив, который сменил контроль в момент, когда вокруг него уже велись судебные процессы на нескольких континентах. Это предприятие, о документах которого мы и будем говорить дальше. Начнем с вопроса, который кажется простым. Как большое химическое производство продает свою продукцию? Логика очевидна. Завод производит, покупатель платит. Прямой контракт, прямые деньги, прямой контроль над ценой. Его стороны – ПАО «Тольятти Азот» и компания «Амиропа АГ», зарегистрированная в Швейцарии. До этого момента Амиропа была обычным покупателем продукции завода. Она приобретала аммиак, платила деньги, несла собственные риски по логистике. С июля 2017 года все изменилось. Амиропа перестала быть покупателем, она стала агентом. Что это означает на практике? Согласно договору, Амиропа получила функции продаж, координации и контроля отгрузок, номинации и согласования судов, контроля фрахтовой политики и сопровождения документооборота. Иными словами, одна компания одновременно управляла тем, кому продавать, как вести и на чем вести, и за все это она получала вознаграждение. Вознаграждение составляло 2,3% от выручки с каждой тонны проданного аммиака. Звучит скромно, но посмотрите на цифры. Только за январь 2020 года $603 тысячи, за февраль – 705 тысяч. За период с июля по ноябрь того же года почти $1 900 000. Каждый отчет содержит детальную разбивку – судно, тоннаж, покупатель, цена за тонну, дата поступления денег и расчет вознаграждения. Все документы двусторонне подписаны и верифицированы. Теперь важный контекст. Именно в этот же период ТОАЗ перешел на самостоятельное фрахтование судов со сменой базиса поставки с FOB на CIF и CFR. Что это значит? До смены базиса логистику организовывала сама Амиропа и несла все риски по транспортировке и хранению аммиака до момента передачи права собственности конечному покупателю. Не стоит забывать, что аммиак является смертельно опасным веществом для человека. Аммиачные терминалы представляют собой сложные промышленные объекты. Это не такие простые строения, как, например, склады с сыпучим удобрением. Выстроенные цепочки, накопленные контакты. Завод продавал, и на этом его участие заканчивалось. После смены у предприятия появились долгосрочные многолетние обязательства по фрахту, вне зависимости от рыночного спроса на аммиак, вне зависимости от цены. Даже когда спрос падал и часть агрегатов разгружалась, контракты не предусматривали гибкости. Получается единая конструкция – продажи, логистика, фрахт, управление флотом. Амиропа занимала в ней особое место, получала 2,3% от выручки и участвовала в координации фрахта, который этой выручкой же и обеспечивался. При этом все риски по доставке были перенесены на сам завод, Амиропа рисков не несла. Внутри завода появились вопросы. Согласно этому аффидавиту, бывший топ-менеджер неоднократно обращал внимание на то, что условия работы с рядом контрагентов экономически невыгодны, и предлагал инициировать юридический анализ возможности выхода из этих договоров. Генеральный директор завода эту инициативу поддержал. Но юридическая услуга по анализу так и не была оказана. Согласно аффидавиту, это произошло потому, что контролирующий акционер был против, и соответствующие указания поступили топ-менеджменту. Посмотрите на эту конструкцию в целом. Посредник, сохранив за собой существенное агентское вознаграждение, фактически перестал нести какие-либо операционные и финансовые риски. Роль в экспортной цепочке свелась к получению выплат за счет ресурсов и рисков самого завода. И все это при том, что попытки пересмотреть условия блокировались.
Мы не квалифицируем эту конструкцию. Мы фиксируем, она существовала. Она зафиксирована в документах, и она задокументирована показаниями под присягой людей, которые работали внутри. «1 декабря 2016 года. Без тендера, без конкурсных процедур, единоличным решением генерального директора ТОАС подписал тайм-чартеры на 6 газовозов: ГАЗ Кобия, ГАЗ Группер, ГАЗ Манта, ГАЗ Снеппер, Клипер Один, Клипер Марс. Диспонентный судовладелец 4 из них — норвежская компания Northwind Transenergy AS. Эксклюзивный коммерческий оператор всех 6 — Prime Gas Management Inc., Маршалловы острова. Рабочий офис — Афины. Посейдонос Эвеню 4. Начальная ставка — около $1 миллиона в месяц на судно. Дополнительным соглашением номер 1 от 16.01.2017 снижено до $797 900 в месяц. Дополнительным соглашением номер 2 от 14.12.2017 до $725 тысяч в месяц. С 1 декабря 2021 введена плавающая формула. Рыночная ставка плюс $184 тысячи в месяц. Но обязательства оставались долгосрочными. Согласно аффидевиту бывшего топ-менеджера, платить за простой судов приходилось даже тогда, когда спрос на аммиак был низким, и часть агрегатов была разгружена. Никакой рыночной гибкости. Почтовый адрес судовладельца Northwind Transenergy AS в разделе уведомлений: CO Prime Gas Management Inc. for Poseidonos Avenue, Athens. Адрес судовладельца физически совпадает с адресом оператора. Официальным представителем Northwind во всей переписке выступал Георгиос Папатанасиу, который одновременно занимал должность Legal and Insurance Manager в Prime Gas Management. Одно и то же лицо представляло интересы и судовладельца, и оператора. В встрече 2017 года от Амиропа присутствовал Ален Спиритус, CEO Altus LLC. На встрече 2019 года уже Ален и Майкл Спиритус, оба из Altus LLC. На одной из встреч ТОАС задал Prime прямой вопрос: рыночная ли ставка фрахта? Ответ зафиксирован в протоколе, пункт 8. Prime квалифицировала сам этот вопрос как нерелевантный, со ссылкой на то, что ставка была свободно согласована в декабре 2016 года. И ключевой момент, пункт 9 того же протокола. Prime заявила, готова содействовать в пересмотре ставки фрахта, но только при условии, что ТОАС в письменном виде безоговорочно и безотзывно отзовет все свои нерелевантные и неконтрактные жалобы на вознаграждение за коммерческое управление. Снижение ставки фрахта напрямую увязывалось с отказом от претензий по другому контракту. Согласно аффидевиту бывшего топ-менеджера, командировка в Афины завершилась ничем. CEO Prime отказался расторгать договор. Вел себя, по словам автора, уверенно, как будто все уже решено. Расторжение квалифицировалось как угроза дефолта, убытки оценивались в десятки миллионов долларов. Договор по английскому праву. Попытка инициировать юридический анализ выхода из договоров была заблокирована, контролирующий акционер был против и отдал соответствующие указания топ-менеджменту. Когда Махлай узнал о поездке, он позвонил через мессенджер Signal, приказал прекратить расследование и попытки выйти из договоров под угрозой увольнения и заявил, что подробно осведомлен об итогах встречи в Греции. Отдельно, из того же аффидевита, потенциальные покупатели бизнеса ТОАСа сразу вычитали оборот по кораблям из стоимости бизнеса, характеризуя его как скрытые дивиденды в условиях корпоративного конфликта. Совокупные обязательства ТОАСа по договору с Prime зафиксированы в реестре договоров предприятия, строка номер 753-16. Документ подписан директором София Ралли. Компания предоставляла сертификаты резидентства и России, и Норвегии. При этом фактическое управление судами осуществлялось через Prime в Афинах. Аналитическая группа ставит вопрос, что именно представляла собой Northwind как самостоятельная операционная единица. После смены контроля над ТОАСом в ноябре 2021 года 3 газовоза — ГАЗ Кобия, ГАЗ Снеппер и ГАЗ Манта были выкуплены и переименованы Oceanic Breeze, Oceanic Star, Oceanic Moon. Затем каждое судно выведено под отдельное юридическое лицо в Дубае, ОАЭ. Флот получил сайт stream.one.
Кто является конечным бенефициаром дубайских структур, публично не установлено. Параллельно, в 2022 году, одновременно с подписанием этих чартеров, Вестминстерский магистратский суд Лондона выносил решение по делу об экстрадиции бывшего CEO ТОАЗа Евгения Королева. Суд отказал в экстрадиции. В материалах дела экспертные оценки, характеризующие действия структур Мазепина в контексте corporate raiding. Суд констатировал, российские следователи находились too close to Mazepin, а гарантии справедливого обращения слишком расплывчатыми. Британский суд зафиксировал корпоративный и политический контекст конфликта вокруг ТОАЗа, конфликта, в котором уголовное преследование использовалось как инструмент давления, а коммерческие договоры — как инструмент изъятия. «16 января 2014 года тендерный комитет ТОАЗ утвердил перечень так называемых стратегических партнеров по импортным закупкам, без рационального обоснования. В список вошли две компании – AMH Industrial Services Inc. США и Chimrost Trading AG Швейцария. Ни подтверждения статуса официального дилера, ни значимых торговых оборотов в открытых источниках обнаружено не было. Процедура закупки была выстроена следующим образом. Для любой позиции стоимостью свыше $50 тысяч запрос направлялся сначала только стратегам и лишь через 2 недели при их молчании альтернативным поставщикам. Начальник отдела анализа цен господин Суровский в одном из случаев собственноручно вписал AMH ENG в уже распечатанный перечень рукой, дописав «первоначально направить стратегам». Документ с рукописной правкой приложен к афидевиту. Директору по корпоративному управлению было предоставлено право вето на выбор любого поставщика по итогам обычной процедуры. Даже при наличии более выгодного предложения окончательное решение могло быть пересмотрено. Когда госпожа Ирина Майклс, представитель AMH ENG, считала, что согласование затягивается, она звонила лично директору, и тот немедленно принимал меры для ускорения оплаты. Продукцию AMH ENG сопровождали самостоятельно выданные письма о том, что производитель якобы уполномочил их продавать оборудование. На основании таких писем ценовые предложения напрямую от General Electric, Mitsubishi и других производителей не запрашивались. Оплата производилась на условиях предоплаты не менее 75% от стоимости заказа. ТОВАЗ дополнительно нес все налоговые и таможенные платежи. Техническая и монтажная документация нередко не предоставлялась. Согласно афидевиту главного механика, в 2015 году при выборе поставщика турбины технические специалисты были готовы работать с Siemens. Тем не менее, директор по коммерческим вопросам прямо указал, закупать нужно у General Electric, потому что продукцию GE поставляли стратегические партнеры, включая AMH ENG. На выставке Nitrogen Plus Syngas 2014 в Париже к главному инженеру ТОАЗа господину Федьянову подошли представители Mitsubishi с предложением по закупке роторов для компрессоров. В тот же день позвонил Махлай, потребовал прекратить любые прямые контакты с производителями, настоял на эксклюзивных закупках через AMH ENG. По оценке автора афидевита, в штате AMH ENG отсутствовали сотрудники с профессиональной подготовкой по закупаемой продукции. Компания фактически выполняла роль почтового ящика между ТОАЗ и реальными производителями. Ставить этот вопрос внутри завода было невозможно, это могло привести к увольнению. Летом 2015 года в ходе капитального ремонта агрегата аммиака номер 4 была проведена полная замена газовых кранов. Поставщик через AMNJ – чешская компания Mapol, по открытым данным не имеющая собственного производства арматуры. 16 октября 2018 года при пуске печи реформинга произошел взрыв природного газа. Из 32 проверенных кранов 14 оказались негерметичны в закрытом положении, 6 негерметичны в любом положении. Предыдущие краны до этого проработали свыше 40 лет. Агрегат аммиака номер 4 выбыл из эксплуатации на срок свыше 3 лет.
Потеря выручки ориентировочно около 450 миллионов долларов. Стоимость восстановления свыше 2,5 миллиардов рублей, более 30 миллионов долларов. По данным аффидевита топ-менеджера, любые срывы поставок со стороны AMNJ и Кимрост прощались без претензионной работы. На тендерный комитет выносилось лишь продление договоров, чтобы не нарушать валютное законодательство РФ. Попытки провести аккредитацию этих контрагентов блокировал лично Махлай, объясняя это доверием к проверенным партнерам. При этом уставные документы компании предоставлять отказывались. И задокументированная связь. В Кимрост Трейдинг AG работал Беат Рупрехт, тот же человек, который являлся директором компании Амеропа AG. Обе компании были зарегистрированы по одному адресу. Этот факт, по словам автора аффидевита, доступен в открытых источниках. В распоряжении аналитической группы документы по хозяйственным операциям широкого круга структур: Нитро Кубань, Родничок, Тарсу, AMNJ, Кимрост Трейдинг, Амеропа, РТС Банк, Контас, Волгацеммош и ряда офшорных компаний. В рамках этого анализа выявлены устойчивые коммерческие связи и повторяемость одних и тех же контрагентов в цепочках поставок, продаж и подряда. В тот же список входят Northwind, Prime Gas Management, Kirby, Платона и иные структуры. Аналитическая группа не делает прямых утверждений об их аффилированности. В рамках международного права анализируется исключительно экономическая целесообразность и характер этих связей для самого завода. Оборудование, строительство, фрахт, агентские услуги, займы. В каждом из этих направлений одна и та же архитектура: эксклюзивный партнер, обход тендера, аванс, отсутствие претензий. Следующий уровень конструкций – финансовый. Аналитическая группа изучила движение долгов. Не товаров, не услуг. Именно долгов. Многомиллионных, валютных, переходящих между офшорами и оседающих на российских структурах с минимальной выручкой. 31 января 2019 года. Перед вами реальный документ. Assignment of Loan. Договор уступки прав требования. Сторона первая. Платона Limited, Гонконг. Сторона вторая – Kirby Limited, Британские Виргинские острова. Получатели долгов ООО «Техник Парк» и Reactor Pipes LLC. Российские компании, обслуживающие инфраструктуру завода. Директора сторон подписывали документ из Сингапура и Кюрасао. В рамках аналитики выявлены факты активного движения и переуступки многомиллионных долларовых долгов между этими офшорными структурами. Займы, предоставленные структурами Платона и Kirby, анализируются международными аудиторами. Ключевые вопросы – экономическая обоснованность выдачи, условия обеспечения, статус погашения. Но это не только история о долге. Это история о покупке. Согласно проекту аффидевита бывшего топ-менеджера, ТААС приобрел обе эти компании, ООО «Техник Парк» и ООО «Реакционные трубы», по прямому требованию контролирующего акционера. Совокупная сумма сделки – около 1,5 миллиарда рублей. Деньги, по словам автора аффидевита, должны были пойти в офшоры. При этом, согласно тому же документу, у офшорных структур на тот момент толком счетов не было открыто. Автор приводит объяснение, которое он услышал напрямую, цитируем документ. Махлай кричал: «Быстрее сделать сделку, нужны деньги». Компании, которые покупались за 1,5 миллиарда, уже тогда несли валютные долги перед офшорными структурами, несопоставимые с их выручкой. 5 человек в штате, оборот менее 3 миллионов рублей в год, долг перед Платона Limited свыше 193 миллионов рублей. Решение о покупке принималось без финансового директора, его поставили перед фактом и потребовали исполнить уже взятые обязательства. Мы не квалифицируем эту сделку, мы воспроизводим то, что зафиксировано в документе, поданном под присягой. Та же архитектура на другом производственном узле. ОАО «Волгацеммаш» – крупное российское предприятие. Согласно финансовым реестрам, в структуре его обязательств фигурируют два офшорных кредитора – Turtle Holdings Ltd и Kirby Ltd. Суммарная задолженность перед ними – около 180 миллионов рублей. Другие названия, другое предприятие, та же схема.
Аналитическая группа фиксирует устойчивую повторяемость, одни и те же типы контрагентов, одни и те же юрисдикции, одна и та же модель, валютный долг на структуру с недостаточным обеспечением. Такая модель формирования задолженности перед связанными иностранными структурами анализируется специалистами как инструмент создания искусственной кредиторской задолженности. Оборудование закупалось через посредников без тендера, строительные работы оплачивались авансом компаниям-почтовым ящикам, фрахт шел поставкам, которые сам контрагент отказывался обсуждать, а на подрядные структуры навешивались валютные долги перед офшорами, долги, несопоставимые с их выручкой. Это система, и аналитическая группа документирует каждый ее элемент. Действия структур Дмитрия Мазепина по получению контроля над предприятием уже получили правовую оценку в европейских юрисдикциях. Не в российских, в европейских. Перед вами официальное решение Вестминстерского магистратского суда Лондона от 8 декабря 2016 года. Дело об экстрадиции бывшего CEO завода Евгения Королева. Суд отказал в экстрадиции. Но суд — это уже 2016 год. Аналитическая группа располагает свидетельствами, относящимися к более раннему периоду. Согласно показаниям очевидцев, зафиксированных в ходе аналитики, еще в 2015 году на встрече в Будапеште в присутствии международных аудиторов и адвокатов Дмитрий Мазепин открыто угрожал забрать завод и инициировать уголовное преследование оппонентов и их родственников. В ноябре 2021 года, вскоре после смены Совета директоров и установления контроля над предприятием, Дмитрий Мазепин лично прибыл в Тольятти и выступил перед трудовым коллективом завода. В ходе своего выступления он заявил, что, как и обещал ранее, сумел получить контроль над предприятием. Также он отметил, что данный процесс был согласован на высшем уровне руководства страны. Отдельно Мазепин подчеркнул свое крайне негативное отношение к бывшему менеджменту завода, в частности, к сотрудникам ЗАО «Корпорация Тольятти-Азот». По его словам, указанные лица препятствовали получению им контроля над предприятием, в связи с чем, по его мнению, необходимо проверить, какой деятельностью они занимались в предыдущий период. В отношении рабочего коллектива Мазепин заявил о намерении заручиться его поддержкой, пообещав выплату новогодних премий, а также улучшение системы оплаты труда. Не в частной переписке, на встрече, в присутствии профессиональных свидетелей. Лондон не единственная европейская юрисдикция, где зафиксирован этот конфликт. В Ирландском высоком коммерческом суде рассматривалось дело, в котором структуры, связанные с ТОАЗом, выступили истцами. Ответчики – Дмитрий Мазепин, Уралхим, Юралчем Холдинг и ряд аффилированных лиц – Андрей Бабичев, Юлия Болотникова, Белпорт Инвестментс, Евротоаз Лимитед. Позиция истцов, зафиксированная в материалах дела, содержит характеристику действий ответчиков как корпоративного рейдерства. Дело не перешло к рассмотрению по существу в связи со спором о юрисдикции, но сам факт его возбуждения и состав ответчиков задокументированы. Показательный эпизод уже из российской судебной практики. 4 октября 2023 года. Российский суд апелляционной инстанции отменил решение в пользу Мазепина по иску о признании права собственности на земельные участки. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Это паттерн, который фиксирует аналитическая группа. Активы переоформляются через цепочку сделок. Однако суды, в том числе российские, фиксируют основания для отказа в признании новых прав собственности. Теперь парадокс, на который аналитическая группа обращает особое внимание. Амиропа AG, миноритарный акционер ТОАЗа, публично заявляет о рейдерском захвате завода и введенных санкциях против Мазепина. При этом сама Амиропа фигурирует в российском уголовном деле как участник схемы с якобы заниженными экспортными ценами, задекларированный ущерб 86 миллиардов рублей. Сторона, обвиняемая в нанесении ущерба предприятию, публично заявляет о рейдерстве оппонента. Аналитическая группа не делает из этого однозначного вывода, она фиксирует документально подтвержденный парадокс и оставляет его для оценки международными институтами.
Ирландские юридические источники в публикации The Currency News публично квалифицировали события вокруг ТОАЗа как корпоративное рейдерство российского типа. Это не позиция одной из сторон конфликта, это оценка независимого западного делового издания. Тема вышла за пределы корпоративного спора. Она получила освещение в международной прессе с использованием юридической терминологии, принятой в западных юрисдикциях. Сегодня аналитическая группа изучает не только прошлое, но и настоящее. Исследуются механизмы обхода международных санкций, в частности, номинальное переоформление активов на доверенных лиц, таких как Дмитрий Татьянин и Дмитрий Коняев, при сохранении фактического контроля. Анализируются данные об использовании льгот по государственным программам, включая СПИК. Имеются сведения, требующие проверки о выводе маржи и капитала в зарубежные юрисдикции без реализации заявленных строительных проектов. Эта работа продолжается. С начала года мы приглашены в Париж в качестве экспертов-аналитиков на мероприятие ОЕ-ЦД, повестка которого включает санкционные режимы, инвестиционные риски, трансграничный комплаенс и взаимодействие бизнеса с регуляторами. Кейс Тольятти Азот включен нами в аналитическую повестку как пример корпоративного конфликта с международным комплаенс-измерением и будет обсуждаться в профессиональном государственном контуре. Мы не угрожаем и не занимаемся публичным давлением. Мы фиксируем факты в рабочем международном правовом поле. В современном мире системный комплаенс имеет самостоятельное значение. Нам не важен персональный конфликт, нам важно правовое решение ситуации. Документы говорят сами за себя, мы готовы к профессиональному диалогу и продолжаем работу.